давай общаться, чувак, типа ты тоже русскоговорящий. Андалусия очень похожа на Доминикану. Он год пытался понять андалусийцу. Самое было сложное это со старшим сыном, что мы до конца не понимали, где мы будем жить. И, боже, эти испанские дети, они такие шумные для него. Танцуют только девчонки. Это ненормальная речь, которая прям вот речь, но он его не возненавидел. У них есть там бассейны, они там хорошо, вкусно кушают. Привет, друзья! Сегодня опять рубрика «Наши в Испании», и у меня удивительная гостья Мария, которая великая путешественница. Великая и удивительная. Слушай, после таких слов я уже все, я расцвела и готова отвечать на любые твои вопросы. Маша своей семьей жила в 3 странах. И она сегодня расскажет, почему она переехала в Испанию, что ей тут нравится, что не нравится, как проходит адаптация детей. Я знаю, это интересует очень многих, кто приезжает с семьями. Ну что, поехали разбираться. Всем привет, ребята, привет, Наташа, спасибо большое, что пригласила. Кстати, вот Наташин блог для меня был очень важным и очень полезным, и, кстати, Бенальмаден, но я выбрала отчасти тоже руководствуюсь твоими какими-то роликами и рекомендациями относительно всех городов на Коста-дель-Соль. Это, наверное, то видео, где я сравнивала, да? Да, оно для меня было прям очень таким значимым, и оно разложило все по полочкам, скажем так, и расставило по этажеркам какие-то вообще понимания, вот Эстепоны, Марбея, Бенальмаден, Малаги, и я уже смогла принять решение, так что спасибо тебе, дорогая, да. Маша, ну расскажи немного о себе, откуда ты, знала ли ты испанский до переезда? Так, у меня 2 детей, одному сыну недавно исполнилось 8 лет, а другому 2,5 года. Мы с мужем жили в Доминиканской республике, где тоже говорят на испанском языке, поэтому какая-то база испанского у меня уже была. В силу своей как бы молодости и безалаберности мы особо не заморачивались изучением испанского языка, что, как бы зря. Сейчас приходится, конечно, активно нагонять. Но в Доминиканской республике мы жили в таком исключительно русскоговорящем сообществе, да, работали с русскоговорящими туристами, и было все ок. Единственное там по-испански, что нам нужно было знать, это типа... Эй, там, где автобус, где... Ну, то есть какие-то вот такие... или что-то купить, да. Поэтому, в принципе, мы прожили там довольно много лет. Мы прожили там 6 лет, но мы уезжали. Мы делали перерыв, то есть мы уезжали, мы жили в Германии какое-то время, и потом все равно вернулись в Доминикану. Вот. И еще мы успели пожить на Бали и в России. То есть, получается, Испания – это вот 4-я страна, да, 4-я, да, где мы уже решили жить. И я очень надеюсь, что она будет последней, потому что мне, конечно, очень нравится путешествовать. Мы посетили, порядка, мне кажется, 45 стран. Надо пересчитать. Да, мы посетили очень много стран, но, если честно, я уже так устала. И год назад мы были в Аргентине, или нет, даже меньше, полгода, в начале февраля мы были в Аргентине, до этого в Доминикане, до этого вернулись с Бали, и я, сидя где-то вообще там в Буэнос-Айресе, на краю земли, нет, даже в Патагонии, я говорю: Максим, знаешь, я больше не хочу путешествовать. Потому что все, да, я уже столько всего видела, и мне очень хотелось где-то вот осесть уже, в конце концов, пустить корни. Но мы ездили и жили в разных странах тоже не просто так, потому что нам хотелось найти именно свое, да, к чему будет лежать душа и где совпадут все те факторы, которые для меня важны. Плюс я мама, да, я ориентируюсь не только на себя, но еще и на детей. Допустим, Доминикана, Бали, почему нет? Потому что это тропики. Я все-таки не тропическая девочка, вот, и мне нужна перемена погоды. Плюс я поняла, что я все-таки больше к старому свету тяготею, чем к новому. Старый свет – это вот у нас Европа, новый свет – это Америка, да, Северная и Южная Америка. И я понимаю, что здесь для меня больше вот истории, культуры, архитектуры, и для меня это очень важно, когда я могу гулять и впитывать вот это вот все как-то. Это, для меня тоже. Есть соединение и природы, да, и культуры. Это тоже. Конечно, там тоже, безусловно, там есть культура, да, своя и потрясающая
потрясающий Перу с его Мачу-Пикчу, да, и потрясающие монастыри, хотела сказать, и потрясающие пирамиды в Мексике, да. Ну, как бы, в принципе, конечно, там тоже довольно богатая культура, но я говорю вот про такую, как бы, вот европейскую, да, с ее площадями, с красивыми, Хорошо, мы церквями. Поняли, почему ты выбрала Испанию, а почему именно город Бенальмадена среди таких больших городов? Среди большой Испании, да. Здесь на самом деле все очень просто. Мы давно, еще лет 6 назад, мы путешествовали по Испании, но путешествовали по Каталонии, да, скажем так, по верхней части, уже по побережью. И мне очень нравилась Валенсия. Я всегда хотела жить в Валенсии. А потом настал ковид, мы немножко отложили наши планы с переездами, и вот во время ковида мы как раз и пожили и в Доминикане снова, мы вернулись, там проводили ковид, и потом пожили на Бали тоже во время ковида. Но Испания прям не отпускала. Испания. И вот когда мы сюда едем, мы получили эти визы наконец-таки, и мы думаем, а куда, собственно, в Испании ехать? Мы всегда как-то хотели Валенсию, но на тот момент у меня уже ребенку 7 лет. И я понимаю, так, если он сейчас идет в школу в Валенсии, то получается, он будет говорить учить каталанский язык. Валенсиано? Валенсиано, да, разновидность каталанского, да. Как-то раньше я не придавала этому значения, но сейчас я понимаю, что у меня ребенку и так будет тяжело с испанским, а у него сразу будет, грубо говоря, 2 испанских, да, этот Валенсиано и испанский. Ну, не только ребенка, и вам тоже. Да, ну и нам, например, потом какие-то там документы, да, делать или еще что-то, но мы когда путешествовали, у нас не было проблем, там все с нами говорили на испанском. Ну, конечно, да, но когда ты там живешь, и я вот просто себя спрашиваю, а зачем я сейчас буду учить каталанский, если мне надо как бы испанский подтянуть? Ну, то есть получается как бы смысл, но vale la pena, да, как говорят в нашей Испании, это того не стоит. Вот, поэтому я думаю, нет, лучше я там буду английский, испанский, немецкий, подтягивать те языки, которые у меня есть, вместо того, чтобы пойду учить какой-то каталан, на котором, простите меня, каталанцы, на котором говорит очень маленькая часть людей, да, в Испании. Да, поэтому... Но мы хотели всегда на побережье, то есть, я человек, который вырос в Подмосковье, конечно, я хочу жить на море. Еще желательно, чтобы были горы. Вот у меня в моей голове всегда была картинка горы, море, архитектура европейская, позитивные испанцы, потому что я вот жила в Доминикане, там тоже испанская культура, и мне очень нравится и язык, и культура, и песни, и традиция, и хамон, поэтому как бы... Вообще как бы что здесь... Только Испания. Только Испания, да. Германия, например, та же вот не зашла, хотя в плане архитектуры всего там все ок, но в плане людей... вот даже их чувство юмора. Вот здесь, в Испании, мои неполиткорректные российские и прочие шуточки здесь вообще хорошо понимают. И сами испанцы, они очень открытые, да, вот ко всему к этому. Вообще, мне кажется, в принципе, юмор испанцев, он очень похож на наш юмор. И я очень разницы похож. Не заметила, что была вот пандемия, все вообще прям, вот все были шуточки, неважно, на испанском или на русском, я смотрела мемы, вообще абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые, да. Здесь очень легко в этом смысле понять эту культуру для нас, потому что Германия, простите меня опять немцы, вот, если тебя смотрят немцы. Кто-то живет в Германии, да. Но немцы, они такие более вот... По правилам, все в рамках. Хотя я тоже люблю правила и люблю рамки, но вот в плане какой-то жизни, да, повседневности, мне нравится, что есть вот это вот... Свобода, что ты можешь выбирать. Да, и здесь, конечно, в этом смысле в Испании здорово. То есть, возвращаясь к вопросу, почему Бенальмадена, да, то есть здесь у нас море, здесь у нас горы, здесь у нас обычный испанский язык, не каталанский, не там из страны басков, никакой там 4, да, языка в Испании, да, 4. В общем, здесь обычный кастияно, да, кастийский, да, кастияно. Вот, поэтому, и плюс здесь побережье, да, что как бы тоже важно, я об этом уже сказала. И мы здесь никогда раньше не были. Но у нас здесь были наши друзья, с которыми мы хорошо дружили в Доминикане, и они всегда Малага, это супер, Андалусия очень похожа на Доминикану, здесь люди все такие более простые. Вот я сколько слышу, да, если... Испания очень разная, на самом деле. Да. Для меня Испания — это как много мелких государств. Видишь каждую провинцию, своя кухня, свои люди. Они все, в принципе, доброжелательные, все там с юмором улыбаются, но андалусийцы не отличаются
Это бесспорно. Да, и здесь, кстати, вот мой педагог по испанскому, она очень прикольно говорит: да все в этой Латинской Америке наши, андалусы. Даже для меня, например, вот многие ругаются, что так тяжело им понимать андалуз. Даже вот там из Мадрида я занимаюсь зумбой, и кто-то там из Мадрида говорит: да вы там андалусийцы, ну типа вообще вас так... Знаешь, это такая вечная борьба мадридцев и андалусийцев. Ага. То, что у меня у мужа есть очень близкий друг, мадридец. А муж у тебя андалусиец? Малагиец. Прям... Он прям малагиец. Прям пуро. Да, пуро. И его друг мадридец, он первый год, когда приехал, он год пытался понять андалусийцу, год привыкал. То есть сам испанец из Мадрида, испанец из Мадрида пытался привыкать, потому что много местных словечек, проглатывают буквы, слова там совершенно по-другому произносят. И то в Малаге это еще, можно сказать, достаточно чисто говорят. А где если поешь хуже? Пуэбло, какие-нибудь мелкие городки, это вообще там уже застрелиться можно. Но для меня, например, это ок, потому что в Доминикане это нормально сказать не «como estás», а «como tú estás». Ну, то есть прям вот так. Ну, плюс там же еще очень много из Африки людей завозили, да, и получалось вот это вот смешение языков, да, и ты, когда учишься понимать доминиканцев, ты приезжаешь сюда в Андалусию и говоришь: боже, да как они хорошо говорят. Ну вот, мне так и говорили, если ты понимаешь андалусийца, ты поймешь всех испанцев. Да, поэтому я вообще нормально, спокойно понимаю. Ну, конечно, не все, да, и зависит от андалусийцев, но в целом у меня нет таких вот здесь, что ой, какая-то Андалусия другая. Давай перейдем к детям. Когда вы готовились к переезду, что вы вообще планировали, как готовили детей? Ну, то есть переезд с семьей, это, наверное, тяжелее, чем если просто ты взяла с мужем, переехала. Ну, я думаю, да, конечно, переезд с детьми, он гораздо сложнее, но у меня дети такие путешественники, что они, в принципе, уже привыкли. И у меня вот старший сын, которому 8 лет недавно исполнилось, мы считали, он посетил 22 страны. Ну, вот 8 лет мальчику, я говорю: боже, Маркус, тебя уже ничем не удивить. Маркус, кстати, родился в Доминикане, что он часто любит говорить. Он очень плохо говорит по-испански, но мы учимся, мы занимаемся, и он все время говорит: я доминиканец. Я говорю: Маркус, ты не можешь... Ну, как бы, да, у него есть доминиканский паспорт. Я говорю: ну, у тебя-то родители, как бы, папа у тебя из Узбекистана, мама у тебя из России. Как бы, парень, очнись, ты не доминиканец. Он такой: у меня доминиканская кровь. Я говорю: Валя, ладно. Колумбец, Да. Вот, но на самом деле для меня, ну, вот лично для меня не было сложности в переезде, потому что, ну, во-первых, я знаю язык, я целенаправленно уже очень много лет хотела жить в Испании, я понимала, что мне здесь будет нравиться и что мне будет не нравиться. Опять-таки, благодаря там твоему блогу и твоим хорошим таким интеллигентным замечаниям относительно недостатков Испании, я с ними согласна, да, как бы для меня не было сюрпризами, поэтому я понимала, что нам предстоит, какая-то определенная там бюрократия, да, своего рода, какая-то определенная вот эта испанская маняна, но к которой я уже привыкла. То есть я, в принципе, вообще ок. И муж мой тоже ок. Ну, нам было легко. И младший сын, которому 2 года, ему-то вообще как бы все равно, да. Что окружает, да? Да, как бы ему вообще как бы параллельно. Он что на Бали был счастлив, что в Доминикане, и в России ему тоже неплохо жилось, поэтому... Самое было сложное это со старшим сыном. Может быть, я, конечно, такая мама-клуша, да, но я прям очень сильно переживала из-за его адаптации. Есть разные дети. У меня очень общительный сын, и он очень рано начал говорить, и вот его русский язык, он такой очень, ну, как бы... уже такой, как вот взрослый, хороший. И вот он любит разговаривать, ему это важно. И здесь я переживала, ну как он будет, да, как он это вообще будет все делать. Но и вообще, как он пойдет в эту школу, да, как он будет учить язык, потому что, ну, мы на самом деле, конечно, тоже родители не самые хорошие в том плане, что мы до конца не понимали, где мы будем жить и в какой стране ребенок пойдет в школу и какой язык ему надо учить. Да, если бы мы точно понимали, что это Испания, но нас же швыряло, то мы на Бали все-таки останемся жить, то мы там все-таки в Доминикану вернемся, а может быть вообще в Аргентине попробуем, и как бы мы поэтому, или вообще в России останемся, потому что в России, в принципе, у нас тоже было все устроено, да, и все было ок.
и просто будем путешествовать почаще. Поэтому мы не заморачивались языком. Но если вы уже знаете, что вы хотите жить в Испании, я вот прям рекомендую самому учить язык и подготавливать ребенка. Да, сейчас очень много... Это проблема многих, мне кажется. Да, и сам не учишь, и ребенку не даешь. А сразу приезжаешь, и на тебя все проблемы. Тебе нужно идти во все службы, и везде Да. испанский. Да. Многие не знают там английского. И это проблема. Да, это действительно проблема, но опять-таки вот для нас конкретно этой проблемы не было. Ну, да. Но вот в плане ребенка, да, я прям видела его в начале, эти глаза на этих детских площадках, боже, эти испанские дети, они такие шумные для него, бешеные. Он ничего не понимает, тут еще эта школа, я так переживала. Но на самом деле, вот что хочу сказать, молодцы испанцы, молодцы учителя. В школе его вообще очень хорошо приняли. Мы, получается, приехали в марте, сделали все документы, прописку, и в школу он пошел в мае, то есть уже в конце учебного года, и его зачислили во 2 класс, во 2. В России он не ходил, то есть мы в России собирались пойти в школу, если бы мы оставались в России, мы бы в этом сентябре пошли бы в 1 класс. Да, ну в 7 лет это, в принципе, нормальная сейчас практика, да, как бы для нашей страны. И либо мы, например, бы там все-таки остались на Бали, он бы тоже пошел в английскую школу, да, в 1 класс. А здесь у них прям вот обязательно все, ты по возрасту. Его 6 лет начинается. Да, и его поставили во 2 класс в конце года. Когда там уже дети, мало того, что он испанский не знает, так там еще и примеры, и все пишут и читают. В Испании вообще все начинают учиться писать с 3 лет. Они делают эти прописи, и ребенок уже, в принципе, в 6 лет он хорошо пишет, не печатными, как у нас, да, этими большими, а прям красивыми прописными буквами, что для меня тоже было шоком. Я думаю, боже, как вот он пойдет в школу, ничего этого не зная. Но его приняли очень хорошо. Детки тоже ему там, помогали. В итоге в школу он, в принципе, ходил как, потусоваться, и ему было все нормально. В классе у него только испанцы? Да, нет, не было русскоязычных, да, у него в параллельном классе девочка из Киева, она тоже приехала примерно вот как он, тоже после 24 февраля, и вот они общались на переменах. Еще вот у нас девочка из Белоруссии тоже в параллели, но с ним как бы не было русскоязычных в классе детей. И в целом я рада. Вот сейчас мы пошли, кстати, мы сейчас снова пошли во 2 класс, то есть, по идее, он должен идти, мы проходили месяц, в Испании в школах учатся до середины июня. Он, получается, проходил месяц, просто там тусовался, ничего не понимал. Но мы начали активно онлайн учить испанский с педагогом. Он 2-3 раза в неделю он занимался, плюс я там с ним постоянно писала эти прописи. Они здесь продаются в любых книжных магазинах. Ты покупаешь зелененькие прописи, и вот мы писали. Ну, везде, да. Мы очень много писали. Плюс летом, пока были каникулы, он ходил в лагерь, чтобы была адаптация, привыкание к испанским детям. Но они, правда, они немножко, конечно, отличаются от наших, потому что наши такие вот, скажем так, постсоветские дети и их внуки, мы такие все зажатые, да? Не шуми, не кричи, сиди там, держи спину. Это почему? Потому что родители точно так же продолжают это делать, и мы же... испанцы позволяют все детям. Конечно, и мы же, например, я, хоть и родилась в Советском Союзе, но я-то уже как бы все-таки молодая дамочка, но я тоже со своими детьми, вот эти вот советские, да, но в целом это тоже неплохо, то есть какая-то же дисциплина должна быть. Мне кажется, должна быть какая-то золотая середина. Золотая середина, да. Но вот испанцы, они учат наслаждаться жизнью не только взрослых, но и детей. Я смотрю на своего сына, я говорю, Маркус, ты так расцвел в Испании. Вот правда. Он стал опять много танцевать, петь. Он раньше, в том году мы были в России, он говорил, танцуют только девчонки. Как-то вот прям хорошо все пошло, но опять-таки это вот еще благодаря тому, что мы с ним прям вот занимаемся. И даже многие, вот я читала на форумах, пишут, ребенок, мы приехали, через 3 месяца ребенок заговорил. Сам, волшебным образом. Камон, не бывает этого. Ребенок учит какие-то слова для своего элементарного выживания. Типа профи puedo ir al baño, да? Типа могу ли я сходить в туалет? Или quanto cuesta, да? Или там... Играть или что-нибудь. Да, типа хугар там, да, наклейка, что там еще. Но это не нормальная речь, которая прям вот речь. Поэтому для того, чтобы ребенок даже в возрасте там 6-7 лет нормально заговорил по-испанскому, мы должны, родители, ему помогать. Мы должны найти ему педагога, либо самому с ним заниматься, да, если это как бы по элементарным каким-то, да, учебникам.
Вот мы все лето, получается, Маркус ходил в лагерь, и к нему еще приходил тоже педагог, испанец место, андалусиец, чтобы привыкал сразу к андалусу. И он с ним, получается, еще занимался. Плюс у нас были эти... Отдельным? Ну, они делали, да, письмо, математика. Вот он школьный, да, он школьный учитель, он вот прям... чтобы он за лето подтянул, да, себя по испанской системе образования. Плюс были занятия с русскоязычным педагогом 2 раза в неделю. То есть у меня у сына было летом очень много таки испанского, но он его не возненавидел. Хотя в какой-то момент он такой: мама, давай хотя бы мультики на русском будем смотреть. Вот, ну, это правда, да, испанского очень много, но я вижу результат. Мы здесь полгода, и у него уже, он уже шутит, он уже общается с какими-то моими там, вот мы встречаем на улице моих знакомых испанцев, с кем там я хожу на какие-то секции, на спорт, и он с ними шутит. Ну, он тут встретили мы одну знакомую там испанку, он такой типа: ой, ми панса йена и ми корасон контенту. Ну, это вообще как бы крутая фраза. Да. И она такая, ну, мы просто кушали, что-то он там покушал. Она такая смотрит: Маш, вы точно полгода в Испании? У тебя сын уже как бы, ну, такие шутки выдает. Не, просто говорят, когда если ты умеешь шутить на языке, ты уже, в принципе, да, и это круто. Но это вот, опять-таки, это надо прям заниматься. Плюс мы попросили остаться на 2-й год. Мы не пошли в 3-й класс. Я прям подошла к учителю, к секретарю. Я говорю: пожалуйста, ставьте нас на 2-й год, потому что ребенку надо адаптироваться. В общем, нас оставили, он, получается, пошел сейчас во 2-й класс. Первый раз во 2-й класс. 2-й раз во 2-й класс. Ну, короче... Первого не было, значит, 2 раза. Да, но в целом, я вот смотрю по детям, здесь в основном дети все довольны. Они идут в школу там без языка, без всего, но благодаря испанцам и их дружелюбию они как-то вот... им комфортно психологически, но это все равно, это не значит, что внутри у них тоже, ну, не происходят какие-то процессы, поэтому мы как родители, мы должны им помочь интегрироваться. И вот как Надя наша, привет, Надя, Надя любит говорить, что вот будьте в каждой бочке затычка, то есть везде ребенка, сюда, заведите каких-то там соседей, испанских друзей, детишек, чтобы вот прям, ну и самому надо быть таким же, то есть надо тоже общаться с испанцами, конечно, а то многие приезжают, ну вот как у нас было в Доминикане или на Бали, мы жили чисто в своей русскоязычной среде, да, а кто там у тебя за окном, тебе вообще не важно. Поэтому... Еще, конечно, мне кажется, важно, чтобы тебе этот менталитет подходил. Да, конечно. К примеру, ну, лично для меня, я ничего не говорю плохого про азиатов, но для меня эта культура очень далекая. Она сложная для нас, да, для восприятия. Сложно понять. Испанская мне всегда нравилась, поэтому мне сразу как бы... Испанцы как мы, да. Да, и то есть это нужно, мне кажется, просто выбрать ту страну, в которой тебе комфортно. Да, конкретно тебе. Я знаю, например, у меня есть знакомые, которые себя круто чувствуют на Бали, им подходит этот менталитет, азиатский стиль, они там вообще свои просто, ну, да, как рыба в воде. Я нет. Ну вот Испания для меня это прям, ну вот подходит даже в плане вот шуток, менталитета. Один мой педагог, ну по-испанскому сказала такая, типа: я люблю каждый вечер смотреть сериалы «Игры семечки». Я такая думаю: боже, так это как моя мама. Ну это же наша советская женщина. Ну как, ну они абсолютно вот очень-очень похожи они на нас. А расскажи теперь про младшего сына, как он ходит в садик, как у него адаптация? Про школу мы уже поняли? Да, с младшими детьми вообще я не переживала, я знала, что все будет ок. Он уже, то есть мы полгода, получается, он в садик пошел чуть раньше, он пошел в апреле, мы его устроили, у нас получастный, полугосударственный сад. То есть это значит, что как бы ты платишь какую-то денежку, но большую часть оплачивает как бы за тебя, ну, правительство Андалусии. Сад у нас просто потрясающий, Лос Пекис называется в Бенальмадене, это не реклама, сад, ну, сад вообще просто вот то, что я хотела. У них есть там бассейны, они там хорошо, вкусно кушают, очень классные педагоги. Вот что мне нравится, у нас есть даже педагоги-мужчины. Это, ну, это для меня, советской женщины, очень удивительно. Плюс они вот, даже учителя у Маркуса в школе, педагоги в саду, у кого татухи, у кого проколы, какие-то пирсинги, знаешь, там синие волосы. Ну, вот дети смотрят на классных, красивых людей, которые не стесняются проявлять себя, как они хотят. Вот. По поводу садика здесь вообще все легко. Если у вас маленькие дети, мне кажется, даже переживать не стоит. Будете потом переживать, как бы русские, да, они, ну, пытались сохранить.
И Марсель у меня сейчас, младшего зовут Марсель. Мы изначально выбирали такие имена. Мы знали, что мы будем жить, где-то, да. И мы выбирали нашим детям такие имена, которые бы легко могли транслироваться для любой страны. Тоже вам лайфхак. Называйте Это очень важно. Да, у нас не называйте в Испании детей Светланами и Ксениями. А Светлана не... Эсбетлана, да. И Ксения вообще они тоже не могут произносить. Ну, Ксения, это тяжело, да. А тебя нормально? У меня, это что, мое имя универсальное, Наталья. Ну да, Наталья. Ну да, Наталья же, да, латинская. Ну, Мария, так это вообще Мария как вообще бы... универсальная для всего имени. Мария, да, я думаю, боже, как хорошо, что меня назвали Марией, хотя в детстве мне не нравилось мое имя. Я думала, каждая вторая Машка, какашка, да, но здесь вообще это же как бы мама Иисуса, да, и... Вообще очень хорошо. У меня тут куча уже испанок, все Марии, я тоже Мария, и я такая, типа, себя такое испанское чувствую. А еще был... Интересно, второе имя не называют, какое у них там еще? Не, в основном все одним представляются. И, кстати, тоже прикол был, я на зумбе знакомлюсь с одной аргентинкой, а я говорю, ну, как тебя зовут? Она такая, Алехандра. Я такая, ну, легкое тоже имя, как, ну, Александра, Алехандра. Она такая, а тебя как? Я говорю, Мария. Она такая... Как это Мария? Я думала, типа, вас должны как-то сложно звать. Я говорю, нет, говорю, я Мария. Она такая, ой, как удобно, типа, как удобно. Ну, то есть, да, имя хорошее. И вот у меня муж Макс тоже универсальный, и дети, как бы, тоже, получаются, универсальные имена. Да, мы подумали заранее. Потом, причем будет твое имя коверкать просто нереально. Ну да. Ну, можно, некоторые же придумывают себе уже какие-то... Светлана, Лана. Ну, Лана, да. А нужны были какие-то особенные документы для детей, чтобы переехать? Нет, ну здесь тоже спрашивают про прививки, поэтому... Из России привозилась прививки? Да, но они не просят там с какими-то печатями, то есть все равно. У нас мы просто сделали в Google документы, все прививки сами перевели на испанский язык, и в больничке у нас вот здесь, да, в Андалусии, ну, в нашей местной, на районе, нам все это педиатр заверил, причем он сам сравнил все эти прививки, сказал, что нам не хватает. Мы пришли, нам сдали встречу, ну, назначили, и нам докололи эти прививки, и все. И вот садик мы предоставили уже выписку от врача. А вообще сложно было устроиться в садик и в школу, записать детей? Ну, из-за того, что сейчас же много приехало тоже людей из Украины, поэтому сейчас, да, как бы большой поток новоприезжих людей, как и мы, собственно, мы же тоже понаехавшие недавно. Но в целом было несложно. То есть мы хотели в школу, которая прям возле дома, и мы ее записали как первую, но нам дали в итоге школу чуть-чуть повыше, ну, там, 1,5 километра от дома, но у нас спорт по нашим горам Бенальмаданы. Это прекрасно прогуляться с утра. А в садик тоже я просто обошла все сады частные, государственные на районе, и как раз вот в этом саду, который мне больше всего нравился, по их сайту, по их презентации, они, кстати, по-моему, выиграли приз, они типа лучший сад. Вот. Этого района? Мне кажется, даже не района, они, по-моему, не Коста-дель-Соль, но вот какой-то... Мне кажется, даже больше, чем Бенальмадены, да, какой-то более обширной территории. То есть они там какое-то выиграли, да, соревнование. Вот, очень хорошая семья управляет этим садом, и вот она мне как раз тоже помогла. Она сказала, директор вот этого сада, женщина, она говорит, у нас тут рядом с садом есть замечательная школа, Мигель Эрнандес, там в основном все испанцы учатся, типа, давайте туда. Я не к тому, что я там плохо к иммигрантам отношусь, я тоже как бы так-то я тоже иммигрантка, но мне хотелось, чтобы было как можно меньше русскоговорящих детей для того, чтобы была быстрее адаптация. Иначе бы он что, проще человеку, то он... Да, я разговариваю тоже, да, с другими мамочками, для них это прям проблема, то есть дети хватают своих русскоговорящих, они вот образовывают такие вот кучки. Да, у нас даже то же самое было с лагерем. Вот мы летом ходили в лагерь, и вот пошли наши там из Белоруссии подружка, с Украины, и вот там, и вот мальчик еще тоже был с нами из России. Вот они вчетвером, вместо того, чтобы слушать, пытаться понять, что от них хотят их испанские пионер-вожатые, они сидят вот в этой своей русскоговорящей тусовке, и типа... Им и так хорошо. Им и так хорошо, да. Зачем нам эти испанские дети непонятные? Так, я вижу, перейдем к вопросу, как вообще тут с русскоязычным населением и как происходит именно адаптация с испанцами? С кем вы больше общаетесь? Ну, конечно, сейчас мы общаемся больше с русскоязычным населением, они сами липнут на тебе.
В смысле, как бы это... На улице подходишь. Да, подходят и ливнут. Но это сложно, как бы, не общаться, да. Мы все приехали, как бы, в равных условиях, да, в том плане, что мы там не знаем язык, там, культуру, да, для нас это все тяжело. Плюс мы вот в основном, конечно, общаемся сейчас с теми, кто приехал после февральских событий, да, очень много с Украины ребят, мы подружились. Вот из братьев Прибалтов тоже очень много. Все, да, русскоговорящие, уже сложилась какая-то своя большая классная компания. И я, несмотря на то, что я вот до этого говорила, надо детей в испанские сообщества, школу, да, я так и считаю, но для психологического здоровья ребенка все-таки обеспечить ему русскоговорящее общение, я считаю, что тоже важно. То есть плюс также, я считаю, поддерживать. Конечно. Потом также и русский можно потерять. Да, это же поддержка и для них самих. То есть они и так там бедные полдня сидят в этой испанской школе, да, где они половину не понимают. Но вы даже вот взрослые, вы представьте, вот вы будете сидеть 6 часов. И слушать не какие-то там о пирожках или там, я не знаю, о путешествиях. Да, это же вообще, это же очень тяжело для них. Поэтому я, как бы, вот уличное общение, да, за пределами школы, я хочу, чтобы оно было русскоговорящим в том числе, для того, чтобы ребенку было, спокойнее, да. Они друг друга поддерживают, они там как-то могут коммуницировать. Мне кажется, идеально иметь и тех, и тех. Да, поэтому, да, это очень важно, и я думаю, что, может быть, там через год уже даже наши там русскоговорящие дети, может быть, они уже даже сами все перейдут на испанский язык друг с другом. Почему бы и нет. Посмотрим, да, как это будет происходить. Но тоже все очень сильно зависит от родителей. Я вот смотрю, кто-то, например, живет здесь 4 года, родители сами не говорят на испанском, они не могут в школе объясниться с учителями, а в школе здесь мало кто на английском говорит так-то, да, поэтому без испанского очень тяжело. И дети, они как бы... Хотя по секрету скажу, от учителей в школе в Испании требуют уровень английского B2. Да? Далеко не многие это имеют, сертификат, да. но вообще требуют. Это странно, кстати, да, здесь прям и секретари, никто, я вот просто уже неоднократно ходила помогать нашим знакомым там с переводами, с какими-то там школьными, на родительские собрания и так далее, не говорят, вообще на английском не говорят. Ни секретари, даже директор часто, никто не говорит на очень. Поэтому, да, очень тяжело приходится. Я говорю, мы хотя бы знаем уже испанский, мы сюда приехали, да, у нас там, B1, да, B2 уровень, ты уже хотя бы, можешь, конечно, многое порешать, да. Это же не начальник. Но до сих пор я не могу сказать, что вот у меня Маркус сейчас такой звезда испанских вечеринок. Нет, конечно, он уже легче, но ему еще тяжело, ему сложно там на площадке. Он, например, когда мы приходим в этот парк Палома в Бенальмадене, и он слышит русскоговорящую речь, он бежит, типа, давай общаться, чувак, типа, ты тоже русскоговорящий. Это прям как испанцы, когда влюбленные мира слышат свою речь. Это правда деткам. Я говорю, так давай, смотри, с мальчиком с испанским в мячик поиграй. Он, нет. Вот он стесняется. В школе он уже, да, может, как бы, там... с знакомыми еще немножко тяжело. Нет, тяжело, конечно, еще сложно ему. Скажи, как тебе вообще в испанской школе? Нравится? Да. Ты нашел уже друзей? Парочку. А вообще тебе в Испании нравится? То есть вот ты жил в Доминикане, сейчас в Испании? Я люблю читать на испанском, но как в Доминикане нет библиотек, я лучше бы выбрал Испанию. Испанию. Да. И вот взрослых, например, для меня тоже, да, адаптация. Я уже привыкшая к переездам, я понимаю, чтобы интегрироваться и завести себе каких-то друзей в нашем преклонном возрасте, нужно ходить на какие-то вот секции, да, они обычно хорошо объединяют. Потому что просто так на улице ты не заведешь знакомых. Да, ты же не подойдешь на площадке, скажешь там, тетя, как тебя зовут, давай дружить. Не, как тебя зовут, он где-то скажет. Давай дружить. Ты знаешь, я тут приехала недавно, подружку ищу себе, да. Объявление развешивать. Ищу друзей. Человек хочет, он найдет себе общение, может, секции различные спортивные. Да. Кому что интересно, я не знаю, лепка, там, не знаю, может, рисование, готовка. да. Главное не замыкаться и вот в своем вот в этом русскоязычном, да, общении. Русскоязычное общение тебя стопудово за границей найдет. Это в любом случае
ты найдешь как-то без этого. Ну, как бы это вы там в парках знакомитесь, да, вы такие, о, там, вы откуда, мы отсюда, там, давайте там дружить, да, мы недавно приехали. Ну, то есть русскоязычного общения у нас уже очень много, поэтому я сейчас говорю, я себе поставила цель завести к Новому году хотя бы несколько испанских подружек. Муж, ну, я Большая просто... цель. Я люблю... Осталось чуть больше месяца. Я люблю ставить себе цели и достигать их, даже что касается дружбы. Это как мы приехали в начале... Это хорошая цель. Мы приехали в Испанию, когда... Я очень быстрый человек, я люблю, чтобы все было быстро. Мы приехали, значит, в Испанию, мы здесь сколько? 3 недели? 3 недели в Испании. Я ною своему мужу. Я говорю, Максим, мы уже 3 недели в Испании, документы не сделали, детей в школу не устроили, друзей не завели. Он такой, Маша, мы всего 3 недели в Испании. Всего? Вот, ну да, русскоязычное общение у нас уже, наверное, ну вот через там месяц уже, ну, появилось, да, и сейчас уже как-то вот прям уже такие друзья, да, с кем ты уже общаешься, кто тебе очень нравится, а над испанским общением надо работать, конечно, это прям... И сегодня я иду вот первый раз на испанскую тусовку. Ну, удачи тебе. Спасибо, да, я очень волнуюсь. Здесь мы себе пока что не сделали частные страховки, потому что я присматриваюсь, я выбираю, я думаю, что мне действительно надо, общаюсь с экспертами вроде тебя, Нади и других. Самое главное, что нет никаких проблем. Да, ну то есть Здоровье. каких-то там хронических, ну нету, как бы прям, ну вот что-то надо. Да и детей мы тоже, как бы, в принципе, вот испанский метод лечения детей мне очень близок. Ну, водичкой, свежий воздух, мандаринчики, апельсинчики и киви. То есть в целом, когда наши русскоговорящие мамочки там начинают обсуждать, что вот здесь вот так вот Так мало таблеток, да? Да, ничего не назначают. Да, я, в принципе, как бы я мама по доктору Комаровскому, а он, в принципе, придерживается такого же понятия. Делайте вовремя прививки, что здесь делают бесплатно и хорошо, и очень весело. Ну, с детьми как бы классно. Мы тогда вот ходили, было позитивно. Ну, и, в принципе... Все, и водичку ты пьешь, витаминчик С ты кушаешь. Ну, я так понимаю, вашей семье очень нравится в Испании, и больше пока вы о переездах вообще не планируете. Нет. Поэтому... Маш, ну спасибо тебе за такой подробный рассказ о вашей адаптации, о вашем переезде в Испанию. Мне было очень интересно, я думаю, нашим зрителям тоже было интересно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментарии обязательно. Мы ответим. Да, обязательно. Также я дам ссылку на Машин Инстаграм. Ой, спасибо. Маша также любит рассказывать о винах. Она винный эксперт. Скоро будет наша винная игра. Да. Ну, если у вас еще остались вопросы, как еще раз повторяю, пишите в комментариях. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока. Привет, друзья! Сегодня у меня опять рубрика «Наши в Испании», и у меня хороший, добрый человек в гостях. Максимально хороший человек. Плохих не приглашаю. Плохих в Испании нет.